О, девушка, а вы куда едете? Ванкувер. Ванкувер, а можете подкинуть? У меня всего лишь сумка. Поехали. Вот это везуха. Всем привет! Это канал, который в Канаде. Мы в Канаде. Мы в Канаде, и мы едем в Ванкувер, но мы едем не просто, скажем так, на самолете. Мы решили поехать на автомобиле. Это чисто мое желание, я на нем настоял. Валентина не любит долго путешествовать. Почему? Я не люблю долго ехать на машине, потому что я устаю от этого сильно. Но здесь заманчивая перспектива посмотреть Канаду, поэтому я согласилась. Ну и, как мы можем видеть, не зря. Это очень красиво, и это наша первая остановка. Мы решили записать вступление к видео в Банфе, потому что, я считаю, что, нет ничего красивее, чем Банф, красивее, чем Кананаскис. Мы пока что ничего красивее не встречали, потому что, наверное, особо больше нигде не были. Да. Мне кажется, есть еще красивее места. Но мы покажем вам Ванкувер. Ванкувер мы вам точно покажем, потому что мы туда направляемся. Дорога занимает примерно 11-12 часов в свободном таком режиме. Для того, чтобы завлечь в эту поездку на автомобиле Валентину, мне пришлось продать ей идею того, что мы будем не просто тупо ехать 12 часов, мы будем путешествовать. У нас будет остановка там между Ванкувером и Калгари, город есть Келоуна, и недалеко от Келоуны я приготовил тебе сюрприз. Это будет особенное место. Почему на машине мне хочется лично поехать? Потому что это красиво. Потому что это красиво. И этого достаточно. То есть для того, чтобы насладиться Канадой, я считаю, что надо прям максимально глазами ее любить, потреблять. И тогда появляется желание там работать, тяжело работать, получать там какие-то документы и так далее. Потому что выходной ты с лихвой компенсируешь такими видами. Поехали дальше? Поехали. Совсем забыл. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это нам очень сильно помогает развиваться и показывать это видео большему количеству людей. Алгоритмы YouTube беспощадные. Вы можете посмотреть видео. Возможно, даже оно вам понравилось. Но если вы не поставите лайки, не напишите комментарии хотя бы там символов на 30, то YouTube посчитает, что вы, можно сказать, и не смотрели это видео. Поэтому лайк, подписка, комментарий и погнали дальше, и поехали в Ванкувер. Валентина, а что ты делаешь? Надеваешь трусишки, а почему? Плавательные. Вау! Мы нашли просто офигеть, какое красивое озеро. Мы не можем пропустить этого. Мы обязаны просто здесь искупаться. Здесь песок. Здесь офигенный вид и вода теплая. Да. Короче, мы проехали уже приблизительно часов 5. У нас было несколько остановок на кофе. И сейчас пришло время освежиться. Я хожу теперь и думаю, как сюда попасть на какой-нибудь рест, отдых, кемпинг and something else. Так. Because it's a very beautiful place. Я люблю пляж, и мне очень это место понравилось. Из-за того, что здесь песчаный пляж, из-за того, что так красиво, и вода теплая, и супер прозрачная, и вообще просто супер. Надо просто понять, как здесь покемпить. Какой-нибудь, может, отельчик здесь есть рядом. Я знаю отельчик рядом, в 40 минутах, поехали. Поехали. Я в сказку. Ну давай. Смотрите. Как будто сейчас из-за вон того дерева появятся 7 гномов и Белоснежка. И будет какое-нибудь волшебство. Предложу тебе стать 8-м гномом. Сейчас, смотрите. Отъехали немножко от пляжа. Что я хочу сказать? Здесь фермерский городок. Я давно не видел такой активной фермерской жизни.
Здесь вот прям ездят комбайны, стоят, в общем, грузовики, трактора, все работает. Я не знаю, как это объяснить. Такое ощущение, что это деревня-деревня. Ты едешь и смотришь, просто работа кипит. Вот сегодня, в воскресенье вечер, там, я видел, только что проезжали, форклифты работают, погрузчики что-то грузят, вода поливает поля, там кукуруза растет. И вот так вот мы едем уже, наверное, минут 30 по этой деревне, и везде активная жизнь. Не то, что руками, там, что они там, вот комбайны, форклифты, погрузчики, трактора, все это есть, все это вот тут вот, так, вот кипит прям. Это внушает какую-то надежду в сельское хозяйство Британской Колумбии в данном случае. Так, ну мы приехали, и это место называется глэмпинг, и здесь раньше, вот камера, и здесь вот нам надо будет набрать пароль. Сейчас, 7868, решетка. Привет! Yeah. Hello. What is your name? Milo. Milo. It's a Oh. gentleman. Look, Yes, look he for is. this band. So beautiful, sir. You are so beautiful. В общем, мы пойдем заселяться. Она сказала, что мы можем подъехать прямо на машине Валентины. Прям к нашей палатке. И поехали быстрее смотреть. Мы подъехали к палаточному городку. Здесь сколько? Штук 10, наверное, разных Наверное, палаток. штук 10, да. Вон там идут они по периметру. Вот такие вот разные палатки. Тут большеватенькие, но у нас маленькая. А нам больше и не надо. Почему? Пошлите. Ну, нас двое, нам много не надо. Тадам. О, добрый вечер. Смотри, какая прелесть. Я закрываюсь. Закрывайся. Тут есть вода. Так. Осмотр можно. Значит, палатка, она прям палатка. Прям палатка, совсем палатка. Посередине железка. Кресло. Кровать. Застеленная. Они предупреждали, что нет постельного белья, что надо брать с собой. Ой, фонарик. Здесь есть фонарик, да? Строим дискотеку века. Колонка же у нас есть. Тут даже предусмотрен комодик. Ну, у нас есть своя постель. Здесь есть даже как в номерах. О, это что такое? История про то, что здесь есть. Это мероприятие, которое здесь будет проходить. Canada Day, Dance Night, Western. А сегодня какое? 30-е заканчивается. Эх. Ну Дэнс. ладно, будем дэнсить сами. Выходим быстро, потому что на всякий случай. Ну, комаров я пока не встретил. Здесь вот есть стол, можно покушать. Смотрите, это солнечные батареи. Ну да, это для той лампочки, которую я включал. Тут почти никого нет сейчас, только мы и еще на той стороне какие-то другие ребята. Сюда можно подъехать прямо на машине к этому месту. Туалет. Туалет. Био. Отлично. Прямо такой чистенький, приятненький. О, смотри, какая шишка. Вообще, смотри, я ее возьму для Мирошика. А там есть гриль. Интересно, он работает? Должен работать. Здесь вот лавочки с кострищами. О, тут вот гриль новенький, красивенький, смотри. Подключен. Чистилки, чесалки всякие. Как будто на нем никто ничего не жарил. Все условия. Так, а это что за кнопки? А и вон, смотри, наверху лампочки. Это, наверное, для них. Может быть, это вызвать полицию? Шишка. Старинный, как он, каток. Хотел сказать, трактор. Надо найти душ. Не, на самом деле мы помылись в озере. А здесь какая-то сцена Может, это был душ? под открытым небом. Перед всеми моешься. Не, ну вот тоже, да, кто-то бизнес придумал. В чистом поле поставили палатки. Чуть-чуть их привели в благороженное состояние, комфортное. Повысили комфортность и сдают. Но мне очень нравится эта вся идея. Прикол. Ну что, Чувствуешь себя немножечко индейцем. совсем малость. 9:45, в округе темно. Мы же просто в центре фермы. Наша вон там, вот интересно так свет. Видно, что внутри горит свет. И рядом стоит машина. Нас там будет ночью видно, если мы будем спать со включенным светом. Мы готовим ужин. Здесь есть гриль. Мы брали заранее с собой курочку. Сейчас вот она у нас тут
готовится. Дальше мы поужинаем и, наверное, по темноте-то здесь бродить не будем, поэтому будем ждать отдыхать. утра, а утром снимем, что происходит в округе. Мы Да. еще сами не видели. Будем спать, считай, на улице, в палатке. Это Спокойной так ночи. забавно. Спокойной ночи. Доброе утро. Привет. Вот мы и проснулись on the middle of nowhere. Вокруг горы, вон там где-то есть озеро, кукурузные поля. Наша палатка за нашего присутствия, она обжилась жизнью. Сразу с багажника можно было все достать. И пойдем покажем, где мы... Использовали машину как шкаф. Да, использовали машину как шкаф. Хорошо, что мы взяли теплый спальник. А сейчас мы будем готовить. Находится наш глэмпинг на территории вот такого ранчо. Одновременно является и музеем, где собраны различная сельскохозяйственная техника. И все настолько необычно, что даже есть вот такой трактор, который работает на дровах. Насчет зданий, здесь есть ряд исторических зданий, внутри которых восстановлены интерьеры. И еще здесь очень большое количество разного рода животных. Здесь есть альпаки, здесь есть козы, бараны, коровы, козлы, то есть очень-очень-очень-очень лошади. Лошадь, правда, не настоящая, тут вот справа стоит, но тем не менее она есть. Ну и настоящие точно тоже есть. Мы наконец-то заехали. Артем, когда готовился к этой поездке, выбрал самый лучший, пожалуй, вариант из возможных на сегодняшний день для аренды жилья на Airbnb в Ванкувере. Насколько? Я не знаю. Ну, например, от $150 за ночь какие-то такие не самые лучшие варианты. Если что-то поинтереснее, там от $200 за ночь и выше. Я нашел за $150. За $150 классный дом. За ночь. За ночь. Это дом, он не весь наш. Наша здесь только комната. Мы также можем пользоваться гостевой комнатой, кухней, постирочной. И паркоместом. И паркоместом, да. В общем, сейчас мы вам все покажем. Пока что посмотрите, как этот дом выглядит снаружи. Живые изгороди, везде живые изгороди. Сейчас мы маленько передохнем и поедем, пока еще время вечернее есть, поедем смотреть Ванкувер. Первая часть, наверное, будет у нас вечерний Ванкувер. Здесь очень много цветов. Видимо, здесь теплее. И здесь, в принципе, как бы с озелененностью, наверное, получше. Более помпезные дома с такими прям супер озелененными территориями. Бензин $2 за литр, мне не нравится. Пойдем. Здесь кодовая дверь. Код я вам не скажу. Здесь надо переобуться. У нас комната 1, для нас подготовлена наша пары обуви. 2 пары обуви. Это просто гостиная. Дорого-богато. Я когда зашла, я обалдела. Сейчас поймете почему. Готовы? Та-дам! Посмотрите на эту царскую кровать, султанское ложе. Покажи тумбочки. Все такое бомбезное, богемское стекло. Здесь огромный телевизор, здесь огромное зеркало. Подоконник со сборником непонятных статуэточек. Видимо, задумка дизайнера. Тут для нас приготовили к чаю угощение. Но самая фишка этого номера, сейчас я вам покажу. Здесь есть джакузи. Давайте начнем с этого. Здесь есть джакузи. Здесь есть душ позолоченный. Да. И Валентине, как человеку, который прожил большую часть жизни в России, очень вдохновил именно унитаз. Я видела такие унитазы в своей жизни, конечно. Но я никогда ими ранее не пользовалась. Здесь можно попу девочки, попу мальчику, писю девочки помыть и еще и высушить все это. Здесь еще можно Поиграть с режимами? Поиграть в Тетрис можно там параллельно. И Артем сказал, что мы не будем забирать унитаз. 2 раковины. Мы быстро разобрались, как пользоваться этим умным унитазом, но не сразу поняли, как пользоваться этим Да, краном. кстати, покажи. Он крутится Вот туда, крутишь, крутится сюда. но не включается. Надо Оказывается, поднимать. Ну,
с деревни мы что-то. Вот такой вот номер. Нам на 3 дня. Живем как короли. Ну что, поехали в Ванкувер? Мы в Ванкувере. Ура! Пошлите посмотрим. Ну, у тебя уже есть первые впечатления про город? Если честно, есть. И что? Артем, переезжаем в Ванкувер. Переезжаем в Ванкувер? Я давно не испытывала восторга. Так. Я не думала, что я буду испытывать восторг от Канады. И сегодня впервые за долгое время у меня реально глаза горят, и я такая: ты посмотри сюда, посмотри сюда, посмотри. Ребята, Ванкувер это нечто. Реально слезы наворачиваются от восторгов, от атмосферы. И когда все вот эстетика просто на каждом углу. Ну, это, конечно, прикол, просто эта улица прикольная, разноцветная. Я люблю смотреть на то, как красиво одетые люди в красивом месте идут куда-то по своим делам. Мне нравится... По своим красивым делам? По своим красивым делам. Мне нравится ощущать себя частью этого ритма, этого вайба. И здесь это все есть. Сейчас мы находимся в даунтауне, и он очень сильно, конечно, отличается от нашего даунтауна в Калгари. Ну как, казалось бы, тоже стекло, бетон, ничего необычного, но этот даунтаун, он больше в, не знаю сколько, раз в 10, наверное, чем даунтаун Калгари. Здесь крутящийся ресторан тоже, а там мы видим горы. И там же находится станция метро. Это огромный красивый вестибюль станции метро. Это вот так должна выглядеть станция метро, а не то, что мы видим в Калгари. Короче, ребята, я в таком восторге. Я просто теперь... У меня появилась мечта переехать жить в Ванкувер. Это очень-очень утопающие в зелени районы. Это кипарисы, это какие-то живые изгороди. Это все настолько зеленое. Здесь не строят заборы, но многие жилые массивы находятся как бы в непосредственной близости к проезжей части, и их отгораживают зелеными насаждениями, которые очень красиво подстригают. Короче, просто. Я не буду ничего больше говорить. Посмотрите сами и насладитесь вместе с нами. Ну что, куда пойдем? Куда угодно. Пошли туда. Ну, пойдем. А потом туда, и вот так вот будем ходить. Мне просто офигеть, как красиво. Ага. Я получаю удовольствие сейчас. Конечно, это мои первые впечатления. У Ванкувера куча минусов, и дорогая жизнь, и все остальное. Но, блин, просто посмотрите вокруг. Вот на это здание. Мне этот город напоминает мой любимый город. Забавно слышать чаек, я их не слышал очень давно. Ой, а как чайки кричат, это... Я даже сказала, если бы я была чайкой и жила в Ванкувере, я бы тоже так кричала. От удовольствия? Мы заметили, во-первых, тут в течение 1 минуты мимо нас проехало 6 Тесел. Тесел. Короче, 6 автомобилей Тесла. Здесь вообще, в принципе, очень поддерживается экологичный транспорт, и государство выплачивает даже владельцам электрокаров не знаю, сколько денег. Но это ладно. Второе, что мы заметили, здесь все ездят на небольших городских автомобилях, на седанах, и здесь очень сильно, по сравнению с Альбертой, прям бьет в глаза, как мало грузовиков, траков, больших вот этих вот машин. Наверное, тоже это просто не нужно в рамках большого города. У нас-то что? У нас... Воу, слушай. Ой, смотрите. Стендап-комеди.
Придет момент, Валюх, и мы с тобой будем ходить на камеди и понимать, о чем они шутят. О, скорее бы. Я готова ради этого выучить английский. Придется покупать большой чемодан, кажется. Не сейчас, но на перспективу. Мы сейчас шли по городу, увидели, что вот эти вот легендарные часы, но мы не знали, почему, точнее, мы не знали, насколько они легендарны. Увидели, что стоит толпа людей, все смотрят на часы, включили камеры, чего-то ждут. Мы остановились тоже, и часы через несколько секунд начали Трубить. трубить. Нам сказали, что это происходит примерно один раз в 15 минут. Да, поэтому мы подождали 15 минут, чтобы снова это увидеть, и сейчас вам покажем. Так мало. В прошлый раз они трубили дольше и сильнее. Расходимся, ребят, кино не будет. Ну, было дольше. Ну, в общем, Ну, мы успели чуть-чуть заснять. принцип вы поняли. На сегодня, наверное, первый вечер в Ванкувере подходит к логическому завершению. Мы чувствуем, что устали. Конечно, ходить, не переходить этот город, потому что он огромный. Сегодня мы уже поедем домой отдыхать, мы с дороги устали. А завтра с самого утра позавтракаем и поедем снова смотреть Ванкувер. И вас с собой возьмем. Вас возьмем с собой и уже покажем Ванкувер при свете дня, потому что это тоже другое зрелище. Мне всегда все равно было, где жить. Мне нравится здесь. Посмотрим, что завтра будет. Очень атмосферно, позади тебя идет человек в одеяле. Без них никуда, они тоже часть общества. Мы сейчас решили пойти покушать в украинский ресторан, который называется «Козак». Пока идем, продолжаем восхищаться красотой города. Например, посмотрите, какие фонтанчики. И мы придумали, что мы сейчас, пока будем идти, будем снимать просто город, ничего не говорить, чтобы вы могли тоже прогуляться по Ванкуверу и посмотреть на вид города, такой, какой он есть. Погнали. Погнали. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Тебе идет Ванкувер. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good Молоко кафе. Молоко кафе. С ошибкой написали. И все едят какое-то вкусное мороженое. Надо запомнить это местечко. Вкусные мороженые мы полюбляем. breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Вот весь день, сколько мы без дела шпыняемся по улицам, так скажем. Люди куда-то идут с знанием дела. Ну, то есть они не просто прогуливаются, они прям идут куда-то по делу. Гуляют с собаками, сидят в кафе. Складывается впечатление такого непринужденного, какого-то легкого образа жизни, где ты такой с утра пришел на работу, чуть-чуть поработал, потом вы с коллегами всей толпой идете в какую-то красивую кафешечку на обед, и они там сидят, хохочут и веселятся. Потом вечером уже говоришь, все, я в Ванкувере боюсь. После обеда они так уже неспешно возвращаются в офис, делают еще 2 раза, кликают на какую-то кнопочку, закрывают ноутбук
и неспешно идут по городу домой, прогуливаясь, заходя во всякие ресторанчики, судя по всему, чтобы вечером встретиться где-то с друзьями и провести весело время. Мне кажется, что так они и живут. Здесь очень много молодежи, очень много студентов. И это сейчас еще лето и каникулы, а вообще здесь много университетов, и люди, ну, как минимум со всей Канады, а как максимум со всего мира приезжают сюда учиться в университетах, таких именитых. Поэтому есть тут какая-то, не знаю, атмосфера, энергетика такая молодежная, легкая, молодежная. Еще здесь мы практически не видели индусов, практически не видели бодипозитивных людей. В основном все выглядят очень стройненько, красиво, ухоженно, красиво одетые, красиво наряженные. И даже я поймала себя на мысли о том, что, вот, например, дома в Калгари у меня есть несколько красивых платьев летних, но я их, когда надеваю, я все время иду и чувствую некоторый дискомфорт от того, что как будто что вырядилось. Ну, то есть я не могу там себе позволить просто в платье пойти, не знаю, в магазин. Потому что на фоне всех остальных я буду ловить косые взгляды, типа, что человек так нарядился. И это не только я так говорю, мы даже с девочками это обсуждали, у них тоже есть такая штука. А здесь я иду в простяцком платье и чувствую себя даже немножко по-простяцки. Как будто они наряднее одеты, а я такая в халате в каком-то вышла. Мы прибыли. И вчера мы, пока гуляли, мы ощутили очень необычный вайб вечера, потому что, допустим, у нас в Калгари, если ты вечером приезжаешь в центр города, там все отрываются, как в последний раз в жизни, ей-богу. Здесь очень какая-то странная была вот атмосфера, вроде и бары открыты, и люди в них сидят, и машины ездят, и вроде вот все как бы вроде кипит, бурлит, но в то же время это как будто на тон ниже происходит, чуть тише. Не знаю, может быть, люди тише разговаривают, может быть, музыка немного тише играет. Но было такое ощущение. Ну что, пойдемте в украинский ресторан? І тут ось що ми знайшли. Ми знайшли ресторан «Казак». Ресторан «Казак» – це українська традиційна кухня. І пішли подивимось, що в них є. Ліза, привіт! Розповіси, будь ласка, що у вас є таке, чому люди мають прийти до вас? Ну, це український ресторан, Так. і в нас є і борщик, і варенички, і голубці, тобто все домашнє. Ага. А також у нас є українська випічка, яку ми робимо на одній з наших локацій. Так. Тому це дуже класне місце, щоб поїсти традиційну їжу. А також ходімо, покажу тобі ще. Пішли. У нас є українські малюнки. Сподіваюсь, ми йдемо в туалет. Я не знаю, що це. Сподіваємось, що тут нікого немає. Я трошки Так, злякався, але тут я. Вау! Ти диви. Ти диви. Заходь. Є в нас такий малюнок. Це що, палає Кремль? Палає Кремль. Дуже дивно. Робила що відома трапилось? художниця у Ванкувері на ім'я Ліза. Перед тобою стоїть. Тобто це твій Так, розпис? так. А що в тебе ще є? А в чоловічому що? В чоловічому, дуже цікаво в чоловічому теж є ідея, задумка. То заходь і дивись. О! Ти дивись. Традиційно. Традиційно. Ну добре, мені тут сподобалось. Залиште мені. Даси мені одну хвилинку, виходьте. Є одна справа. Виходь. По секрету, я вже спробував все, що... Не все, але ми спробували голубці і ми спробували вареники. Нам дуже сподобалось, дякуємо Є в вам. нас класні десерти. Десерти? А Такі що? київський торт. Київський. Так, Традиційно. ми робимо його самі тут, але так, він дуже схожий на київський торт. Треба його спробувати обов'язково. Або вареники з вишнею. Добре, адресу цього місця ми розмістимо під
видео. Поехали дальше. Приходьте. Где мы? Мы на заливе. Это все опять Ванкувер? Все еще Ванкувер. Он разный. Мы приехали специально на другую сторону Ванкувера. Это северный Ванкувер, Норс Ванкувер. И здесь есть набережная, здесь есть залив, и здесь есть песчаный пляж. Люди купаются, яхты, парусники ходят. Вон там вдалеке торговые корабли стоят, ждут разгрузки. И мы сидим, размышляем о смысле бытия. Мы ехали пока вот сюда, к этому парку, мы ехали в машине, и играла такая веселая музыка. Было такое чувство, как будто мы в каком-то счастливом фильме. Частные дома, и они выглядят тоже по-другому. То есть у нас это обычные такие классические кукушатники с покатой крышей, такой вот классический коттедж. Здесь дома это современные стеклянные вот эти квадратные. Ну да, чаще с плоской кровлей эксплуатируемой, где тоже какие-то есть патио. Вот приходит к нам который раз дружок-пирожок в поисках чего. Он размером с фанту, сейчас за башку укусит человека. Новая любовь? Второй день в Ванкувере, и пока что не к чему вообще придраться, ну вот вообще. Здесь есть огромный парк, самый большой, говорят, самый большой в Северной Америке парк, который находится на полуострове, и там просто все. Там и живность разная, и велосипедные дорожки, и площадки, и чего только нет. И мы обязательно завтра туда пойдем, чтобы посмотреть своими глазами. Ну все, погнали дальше. Ну что, у нас сегодня последний день в Ванкувере. Сегодня у нас запланирована достаточно объемная программа. Мы приехали в Стэнли парк. Это парк с многолетней историей, с многолетними деревьями. И это считается один из самых больших парков в Северной Америке. Здесь есть примерно все, что нужно для приятного времяпрепровождения. И озера есть с лебедями, бобрами. Еще из приятного, что здесь примерно одинаковая всегда погода. Ну, в смысле, что зимы здесь как таковой нет. Зимой здесь плюс 5, плюс 10 градусов. И посещать этот парк приятно даже в зимнее время. Тут еще в Стэнли парке же аквариум. Огромный аквариум. Мы, к сожалению или к счастью, даже не знаю, не сможем показать его весь, потому что Сколько нужно времени, чтобы посмотреть весь Стэнли парк? Пишут так, что за один день Стэнли парк не обойти. Ага. Вот, поэтому я сейчас в шутку сказала Артему, что по нему можно ходить неделю, поэтому мы сейчас просто засунем туда лицо и пойдем дальше. Потому что у нас сегодня еще намечены другие мероприятия. Сейчас мы пойдем в гости к нашим подписчикам, которые с нами связались, пригласили нас на обед, а вечером потом у нас... Концерт группы «Пятница». Юху! Я со своей стороны могу сказать, что не зря Ванкувер много раз заслуживал звания «Лучший город Земли». Ну что, поехали дальше? Поехали. Юху! Сейчас мы пойдем в гости к ребятам, в квартиру. Но Они мы в живут даунтауне. в даунтауне. Вот, смотрите, вот вокруг огромные дома, и часть из них, понятно, что это бизнес, недвижимость, но в этих домах также живут люди. И сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть, какие квартиры есть в таких домах даунтауна. Пойдем быстрее. Это вот одна из высоток, которые мы можем видеть на улице. Здесь живут обычные люди. И мы решили, что вам тоже было бы интересно посмотреть, какие квартиры в этих домах. Ну, во-первых, мы вышли из лифта и прошли по такому вот балкончику. В середине очень зелено. Даже вот здесь они не упускают возможности зазеленить все. Да. Вот, и мы заходим в квартиру. Она небольшая, но очень уютная. Вау. Это нас ждут. One-bedroomный апартамент. Это Здесь комната-кухня. Комната-кухня, ну типа кухня-living room, но ребята еще там сделали такой диванчик для отдыха. Здесь спальня с шкафом. Так. Здесь есть проход сразу в туалет, либо можно заходить в туалет там. Ну да, то есть он получается здесь такой вот сквозной. Ку-ку. Здесь есть постирочная, Так, стиралка и сушилка. Ага. То
То есть никуда ходить отдельно стирать белье не надо. Здесь есть и умывальник, и туалет, и душ. С этой стороны кухонный гарнитур. Достаточно такой вместительный. Сколько стоит? 2500 в месяц. Прекрасная Но цена. это даунтаун, это самый центр Ванкувера, чтобы вы понимали. Все так минималистично, чистенько, аккуратненько, все как в Канаде и принято. Живет семья, муж, жена и 12-летний ребенок, и все у них очень хорошо. В общем, так вот для примера, как выглядят квартиры в даунтауне в Ванкувере. Все, пойдем есть. Пойдем. Так, ну и, наверное, последняя локация, которую мы посетим в Ванкувере, это одна из причин, почему мы сюда ехали. Это концерт группы «Пятница» в Билтмор Кабаре будет проходить. Сейчас время 6:30, дверь открывается в 7, концерт начинается в 8. 1,5 часа до концерта, но мы уже видим, ребята начинают собираться, поэтому погнали посмотрим на «Пятницу». Спасибо, що ви сьогодні тут з нами. І взагалі ми всі разом. Дякую кожному з вас і всім загалом. Україна обов'язково переможе. Немає ніяких сумнівів, дивлячись на вас, так це взагалі. От. Кожен ваш квиток – це ваш особливий. А так не можна. А так, о, нормально. Класно, що 2, так? Це на цей випадок придумалося. Це ваш особливий, ну ви знаєте все, що це ваш особливий внесок в нашу величезну спільну справу, так? Особливі концерти для кожного українського артиста зараз. Таких концертів не було до 24 лютого і таких концертів не буде, слава Богу, будуть інші. Коли прийде той день, який ми бачимо у снах і запитає кожного українця, про що ти зараз мрієш, і кожен скаже, про що він мріє. Це перемога України над рашизмом, і воно буде. Воно вже буде скоро. Разорванный рот у комбата, потому что граната. Финалочка. Мы только что вышли с концерта «Пятницы», и, пожалуй, это последнее яркое такое событие, впечатление, которое было с нами в эту поездку в Ванкувер. Ну, я все видео мы сейчас замонтируем, да, и будет понятно, что, мне кажется, на каждом клочке, который мы снимали, на каждом участке дороги я пищала от восторга, и возможно, некоторые подумают, что у нас розовые очки, и мы совсем нездраво оцениваем дороговизну этого города и все остальное. На самом деле нет, мы прекрасно понимаем, видим, сколько здесь дорогих машин, во что здесь одеваются люди, какие магазины вокруг нас. В то же самое время мы встречались с разными людьми, встречали своих подписчиков и просто знакомились с людьми, с русскоговорящими, и общались о том, как они обустроили здесь свою жизнь, на каких работах они работают, какие зарплаты получают, сколько платят за жилье, сколько вообще денег уходит на жизнь. И здесь тоже с уверенностью можно сказать, что, конечно, все зависит от того уровня жизни, на который вы привыкли рассчитывать, но даже обычный человек, работая на обычной работе, получая обычную ванкуверскую зарплату, сможет здесь, в принципе, состояться. По поводу покупки жилья у нас уже в чате разгорелись бурные дебаты о том, что да, всегда вы здесь будете жить на арендованном жилье, никогда ничего своего не купите. Тоже очень сомнительный вопрос, потому что у нас есть знакомые, которые покупали и планируют или уже купили. В любом случае варианты всегда есть, и этот город
Просто великолепен. Он просто великолепен, и он по праву называется лучшим городом Земли. Я под этим подписываюсь. Я тоже. Мы надеемся, что вам было интересно с нами пройти эту экскурсию по Ванкуверу, и мы постарались поснимать и показать вам все, что мы видели. Как всегда, мы, в общем-то, стараемся это сделать. Что еще? Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите на наш телеграм-канал. Да, нас ждет дорога домой. Мы отправимся сейчас в нашу пока что арендованную жилплощадь, чтобы завтра отправиться обратно в Калгари. Домой. Да. Домой! Да. Мы соскучились по Мирошику. Очень сильно соскучились. Путешествуйте только со своими детьми. Не допускайте тех ошибок, которые допускаем мы сейчас. Потому что нам без него грустно. Ну ладно, всем пока. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. И всем удачи и жизни в лучшем городе Земли. Все, всем пока. Спасибо. Чтобы меня видно было и море. Самолет, который сел на воду, видел? Самолет сел на воду, Да. и мы это сняли? Да, это видео или фото? Это было видео. Ну значит сняли. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go.